Всем привет! Сегодня мы приготовим торт Карпатка или большой профитроль. Итак, нам понадобится 250 мл воды, 250 грамм муки, 100 грамм сливочного масла, 4 яйца S0 и половинку чайной ложки соли. Отправляем в кастрюльку воду. И нагреваем. Отправляем щепотку соли. Вода почти закипела, размешиваем соль. Отправляем масло. И ждем, когда закипит. Вода с маслом закипели. Масло растворяем. Отключаем. И сразу всю муку. Это важно. И сразу начинаем замешивать наше тесто. Тесто должно собраться вот в такой комок. Лишнюю влагу выпариваем. Ну вот уже все. Получился хороший комочек. Немножечко нужно его будет остудить, прежде чем вводить яйца. Начинаем вводить яйца по одному. Я буду делать это вручную, без миксера. Вы, кстати, можете использовать миксер, как хотите. Когда вводишь яйцо, тесто начинает немножко расслаиваться. И у тех, кто делает первый раз такое тесто, наступает паника. Не паникуйте, это нормально. Чем я не миксер? Тесто становится более однородным, и мы введем следующее яйцо. Еще одно яйцо вводим. И еще одно яйцо. Так, вот такое тесто должно получиться. Льется, точнее сказать, тянется. Немножко тянется вот такими язычками. Вот такая консистенция. Если вдруг у вас густовато вам показалось, добавьте чуток воды. Или даже можно добавить пятое яйцо. Смотрите вот именно по консистенции, потому что мука вся разная. Вот так должно оно, вот так падать. Далее поехали. Будем выпекать на листе. Я на лист подложила бумагу для выпечки. Использую два кольца диаметром 22 сантиметра. Они у меня абсолютно разные. Вот это раздвижное, а вот это цельное кольцо. Ну, двух одинакового диаметра у меня нет, поэтому я взяла одно такое, одно такое. Обратите внимание, вдоль бортиков я проложила тоже пекарскую бумагу. Пока скрепила вот такими прищепками. Конечно же, потом мы их уберем для того, чтобы отправить в духовку. Берем наше тесто, делим его пополам и наливаем на дно. Выкладываем. Потом разровняем влажной ложкой. Сначала просто поделим пополам. И аккуратненько стараемся распределить влажной ложкой. Я смачиваю ложку с тыльной стороны и разравниваю. Так, вот так. Прелесть этой конструкции заключается в том, что эти коржи не должны быть идеально ровными. Они должны быть именно бугристыми, иметь такой вот витиеватый рельеф. В общем, посмотрите, что будет на выходе. Отправляем в духовку. Будем выпекать первые 10 минут при температуре 200 градусов. Убавляем на 170 и будем выпекать еще приблизительно 35-40 минут. Поехали! Ну а пока наши коржи выпекаются, мы приготовим вкусный сладкий крем. Поехали! 200 граммов сливочного масла мы будем взбивать со сгущенным молоком, приблизительно 290-300 грамм.
Вот такой должен получиться крем. Однородный, без вкрапления воды. Если вы видите, что какие-то вкрапления, то это означает, что в вашем масле очень большое содержание воды. И выкрутиться из этой ситуации можно самым простым способом: добавить еще грамм 50 сливочного масла. Этот крем мы отправляем в холодильник. Оставайтесь с нами, смотрите до конца. Пока коржи выпекаются, мы с вами приготовим шоколадную глазурь самым простым способом: на водяной бане. Водички пол-кастрюльки налили, довели до кипения, ситечко поставили. В кулечек, в мешочек кондитерский я положила половинку шоколадки, черный горький шоколад, и оставила на водяной бане минут на 10. Потом огонь отключаем, и наш шоколад с вами ждет наши коржики. Друзья, прошло 40 минут. Я отключила огонь, но оставляю наши коржи еще на 10 минут при выключенном состоянии духовки. И даже через 10 минут, когда я открою дверцу духовки наполовиночку, я оставлю наши коржи еще подсохнуть минут на 10. То есть эти коржи должны в серединке быть сухими, не быть влажными, то есть просушиться до конца. Горячий. Собирать торт будем в кольце. Проложили бумагу для выпекания вдоль бортика и первый корж установили внизу. Намазываем кремом. Как говорится, крема много не бывает. Вот таким образом заправляем второй корж и немножечко поджимаем, чтобы полости, которые с нижней стороны, соединились с кремом. Снимаем кольцо. Так, убираем бумажку. Ну и хоть этот торт идеально ровным не должен быть, но давайте бока подровняем. Посыпаем сахарной пудрой, как горы в снегу. И вспоминаем про наш кулечек с шоколадом. Срезаем самый краешек и сделаем полосочки. Вы можете нарисовать что-то более совершенное, чем полоски. Особенно если кто-то обладает художественными навыками. Ну и, собственно говоря, все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте класс, жмите на колокольчик и до новых встреч. Всем пока! Вуаля!